Друзья, всех приветствую в моем маленьком подвальчике. Хотел сегодня поговорить немножко об соединении, которое, в общем-то, старое, но таким небольшим, новым, может быть, подвыпрыгнутым, как говорится. То есть шиповое соединение, которое, в общем-то, превращено в какой-то степени вот в такое вот заглаженное органическое соединение, которое, в общем, состоит из трех компонентов. То есть я не знаю, я думаю, что, наверное, кто-то и до меня до этого доходил, но вот в целях экономии дерева я вот пришел к такому, короче, решению и хотел поделиться с вами, как я это сделал и просто какими методами я пользовался, какими инструментами, чтобы вот, именно вот сделать вот эти вот транзиции там и с минимальной, как говорится, затратой дерева и чтобы прочность была максимальной. То есть эти вещам уже по 3-4 года, и они очень крепкий. Я могу спокойно встать на этот табурет и прыгать на нем, и ничего не будет. Настолько оно крепко, вот эти шиповые соединения. Но правда это, конечно, и то это вишня. То есть это вот, оно выглядит, что оно вроде бы так тоненькое все, но это, если правильно все сделано, вот видите, как я потом покажу, на чем я нарезал это все. То есть все хорошего дерева, оно держит без проблем. Которые я говорю, что я нигде не видел этого, как это делается, и долго там додумывал, чем, там, тыкался, мыкался, на интернете смотрел, там, пробовал это, пробовал то, и вот в итоге я вот просто покажу именно те инструменты, к которым я пришел, и которые, в общем-то, самое быстро ими работать, и получаются хорошие результаты ими. Начал с того, что я читал книгу Ника Энглера «Мудрость, столярная мудрость», и вот в разделе по шлифовке, циклям и напильникам была вот такая вот подставка для держателя как бы из какого-то одеяла там или чего там еще, накидки. И мне очень он понравился. Запал в голову, и вот эти вот соединения органические, просто я как-то вот думал. Конечно, это было сделано из больших кусков дерева, и у меня таких не было. Вот. Ну, были у меня какие-то куски вишни, которые мне один мужик привез, там, напиленные бензопилой, уже сохли у меня давно. И, короче, это самое, я их офуганил. Думаю, ну что ж мне делать, как же мне такое исхитриться. Ну, кстати, это кусок сейчас объясню, из чего сделано здесь это соединение органическое. То есть оно, в принципе, из трех частей сделано. Вот это вот идет сама доска, потом идет вот этот вкладыш, и потом идет уже само, как бы, сам этот шип. Клеено вот так вот вдоль клеится крепко, поэтому она как бы становится как одинарная. Ну и потом вот эта вот поперечная балка. То есть здесь на 90 градусов было. Вот. Ну и вот можно заметить, я в принципе даже, если бы, конечно, там где-то маить или что-то, то оно бы, может быть, и вообще не было видно. Так оно немножко заметно, но в принципе такое вот органическое получилось соединение такое, что вот. Ну и тут тоже, в принципе, похожим методом наклеено просто. В итоге получилась вот такая вот держалка для одеяла. Это была первая, так как говорится, мой проект, на котором я, как говорится, набил руку на такие соединения. А второй был, я увидел Майка, есть такой мужик Майк Stolworthy. Вот у него такой органический называется Ceros Bar Stool. Он был концептуально зачат, как говорится, на компьютере, потом вылет из алюминия. Поэтому я когда его законтактировал, сказал, что у меня вот такое получается, я даже как бы не хотел делать, чтобы сильно похоже было, но вот так вот руки сами как бы вывели, полгода я его там делал. Он говорит, не все нормально, не волнуйся, главное, что не называй его, как говорится, моим именем. И если где-то будешь его там выставлять, то мое имя просто упоминай. То есть, ну, в принципе, он на самом деле не такой уж и похожий, там сиденье по-другому, и тут эти привычки другие немножко, и из дерева сделан. Но, как говорится, сам как бы человек, который зачал эту идею, как бы, он дал мне свое благословение. Поэтому я как бы показываю без зазора совести, говорю это, что, в общем-то, с изменениями, но это, в принципе, его было. Ну, в общем, здесь даже не сам дизайн интересен с точки зрения дизайна, сколько, но с точки зрения разговора интересны вот эти вот органические соединения, которые, в общем-то, видите, как можно их завязывать в узлы практически. То есть с помощью вот этих вот шипового соединения мама-папа и потом вот эти вот скульптурирования, это завязывается все буквально в узлы. И
что я хотел сказать, что они очень крепкие, эти соединения. То есть, ну вот, наверное, тоже будет интересно, это, в принципе, не обязательно такую штуку использовать, можно там, в общем-то, и руками напиливать или чем угодно, но ну, вот такой вот интересный Lee FMT Pro. Это наряжающие шиповые соединения, это такие, в общем-то, полуавтоматическое, то есть идет по шаблону просто по наружному контуру и по внутреннему, в зависимости от того, что папа или мама нарезается. И вот получается вот, сначала выставляется, короче, вот так вот по центру, как прицел, чтобы куда ты прицеливаешься, вставляется определенный шаблон. И, короче, потом вот этой основанием с помощью раутера, сейчас там раутера нету, то есть ты идешь просто вот по этому, как говорится, по шаблону, или внутри как бы для мамы, или снаружи для папы. Там всякие подстройки маленькие, там пожестче, поменее, пожестко. И получается очень даже точно. То есть причем это все солото поднимается и так, плюс планка и так выставляется. Поэтому тут все соединения, по большому счету, они такие есть. То есть они в разные стороны расходятся. То есть, ну, вот эта машина не позволила нарезать такие очень... То есть это все ручное делается, в принципе, но просто вот это вот принцип как CNC машин, в принципе, что у тебя как бы она точно идет, очень точнейше, там, с точки до микрон, там буквально. То есть буквально отстройка идет с помощью вот этого вот конуса, который немножко вылазит или входит обратно, и за счет этого он чуть меньше или чуть больше ходит по этому шаблону, и вот можно достичь такого точнейшего. Так, ну теперь вот я хотел поговорить немножечко, что же там дизайн дизайном, то есть он может понравиться, не понравиться, это такое дело на любителя. То есть я считаю, что соединение очень интересное, и практически я даже не видел нигде таких соединений. То есть вот я рылся на гугле и практически не нашел. Вот, кроме этой книги, может там какого-то еще одного там в дереве, я имею в виду, там в пластике, в железе, оно, конечно, бывает такое. Но мне нравятся органические такие соединения. Они, конечно, очень тяжело делаются в плане того, что занимают очень емкие по времени, что надо делать. Они не сложные, но надо много делать по времени. То есть, что я хотел сказать, что надо теперь сделать, то есть такое соединение сделать, это несложно. Вот. А что потом сделать, чтобы вот из такого вот ступенек перейти вот на такое вот, да? Потому что я, в принципе, долго думал, там, рыскал интернет, там, пытался разные методы, и просто, чтобы как бы облегчить этот путь, если кто-то захочет что-то типа подобное делать, то я просто как бы покажу, что я пользовался, к чему я пришел. То есть, значит, вначале я начал вот болгарку, купил такой вот диск, на котором вот такая от бензопилы такая вот, как цепь такая стоит. Ну, скажу сразу, что вещь опасная, она, конечно, очень агрессивная, но плохо контролируемая. Для таких вот конкретно применений, где надо закругление делать и все такое, то есть она, конечно, лучше было какую-то там выбирать длинную какую-нибудь там паз или для такого дела, или какую-то ямку делать простенькую, но когда начинаешь это делать закругление, то она, конечно, выбивает, опасная вещь, короче. Можно работать, но опасная. Намного лучше вот такие вот диски карбидные, там они есть разные, есть без дырок, дырки, кстати, для того, чтобы, когда он крутится, ты как бы видишь, она сливается в одно такое вытянутое окошко, ты видишь как бы прямо через него, что ты выбираешь. То есть довольно удобно. И это средний, по-моему, зеленый это средний. По-моему, там есть красный, который более агрессивный такой. И есть еще какой-то там более мелкий. То есть, ну, в принципе, они дорогие довольно там. То есть я поэтому средний взял, так чтобы он работает, в принципе, нормально. То есть, если там какое-то идет производство, то, наверное, конечно, было бы хорошо иметь все. Ну вот я покажу примерно работу над скульптурой. И из вишни, кстати, тоже, вот как вишня, кстати, выглядит, когда ее обделываешь вот этой вот болгаркой. Вот она такая довольно-таки грубая, но довольно быстро это все делается. Вот, значит, после этого, значит, все равно, как бы, это такая грубая обработка, такие уже начинается такое, что видно какие-то уже закругления, что-то, ну, где что. И тогда надо вовремя остановиться, потому что я в одном месте там чуточку утончил сильно, потом пришлось немножко наращивать. Поэтому с этой надо аккуратной вещью. То есть лучше чуть не добрать, а потом чем-то другим. Потому что трудно видеть, когда делаешь еще не закончено, ты точно еще не знаешь какого, ну, когда первый раз делаешь что-то. Когда, конечно, у тебя есть пример, или там у тебя есть фотографии чего-то, то ты знаешь какие-то размеры, то это другой вопрос. Но можно переборщить довольно легко ее. Поэтому надо как бы вовремя остановиться, главное. И потом начинаешь работать вот такими разными
напильниками. Вот мне понравился такой, да, это довольно новый напильник технология, потому что это тоже карбид. Такие вот пупырышки прямо видно, как, то есть они как вот видно, что как не такие, они не квадратики такие, как, но хорошо работает. Он забивается, но в принципе прочищается легко и не тупится абсолютно и довольно агрессивен. Значит, потом у меня началась проблема, что надо было выбирать уже более-менее по-часовому, и я никак не, ну просто уже руки опускались, не успевал просто, там и подвес тяжелый, что. Короче, увидел я на интернете вот эту вот рекламу Festool, вот этого вот Rotex, маленькая такая, короче, сендер, который, чем его как бы, красота этого сендера, что это в принципе 3 сендера в одном. То есть здесь вот трансмиссия, в этой части, за которой держусь, он может работать путем переключания вот этой зеленой ручки круглой. Он в 3 модах, в 3 режимах работает. Значит, либо он крутится вот так, как Rotex, просто по кругу, в очень агрессивном таком режиме, либо он начинает осциллировать, для такого более уже, как, ну, как обычный сендер круглый, либо он может еще работать вот с этой вот насадкой дельтовидной. Ну, кому интересно, вы можете посмотреть на YouTube, там очень много хороших, очень талантливых обзоров этого сендера. Это и его возможности там просто удивительно, как мужик берет прямо и так вот фанеру толстую, так вот, прямо вот так, то есть основу вообще как бы выбирает там. Я использовал такие вот 40-ки, по-моему, грубее не мог найти, то есть вот, и очень даже вот в этом режиме Rotex он очень даже хорошо, ну, вот эти вот делает, вот эти плавные, вот как бы углы как бы сглаживает, и как бы у тебя контроль очень хороший, и она очень важна и везде применяется. То есть, потом еще, ну, и цикли, конечно, то есть очень хорошие вещи цикли. Вот для такого вот финальных доводок это лучше дедовских методов, к сожалению, к счастью, к сожалению, нету. То есть цикли, они классно контролируются, натачиваются, ничего не стоят. И, в общем-то, после них только остается немножечко зашкурить, и все готово уже на чистовую. То есть именно вот эти вот движения плавные, вот этих вот они прекрасно, там не важно какое направление волокон особо для них, как и для напильников. То есть я, конечно, стружок применял тоже, но стружок там тоже не во всех местах можно было им подлезть, и некоторые углы были слишком все-таки острые для стружка. И иногда там эти переходы волокон были там для него тяжеловато, потому что там идет в некоторых местах сразу 3 доски с разными 3 направлениями волокон иногда. То есть стружок тоже, в принципе, там достаточно сильно применялся. Значит, ну вот чем он хороший, этот стружок, там есть несколько разных моделей, это такой старинная такая какая-то вариант стружка. Чем он хороший, это то, что у него как бы вот эта вот пластина представляется на 180 градусов, и у тебя, ну, как бы, либо вот это закругление идет, это как внутренние делают такие, либо, когда ты переставляешь на другую сторону, у тебя такая немножко, он получается плоский, тогда вот такие поверхности делаются. То есть одним можно делать, как бы, так как там везде такие поверхности, то, в принципе, мне он понравился очень. То есть он, ну, чуток капризным, конечно, тут надо выставлять очень точно, чтобы он хорошо работал. Но, опять же, я работал с жестким очень деревом, и тут как бы никуда не денешься, тут надо, чтобы все было точно отстроено, чтобы работало. Ну, короче, классная вещь, но чуть-чуть капризная из всех остальных. А вот цикли, так они им вообще как бы барабанное направление волокон особо. То есть ты им просто идешь, в любое место залазишь. То есть он не такой, может, агрессивный, как стружок. Но, ну, короче, вот все эти инструменты были применены там в большей или меньшей степени. То есть, ну, вот такое было видео, друзья. И если какие-то вопросы, я не останавливался, конечно, там на деталях, как это все делается, потому что так вот в 15-минутном видео ты это не добавишь. Но если кого-то заинтересует, как конкретно там это все зажималось, как конкретно это все делалось, то можно будет как-то посвятить как конкретно технологии как бы вот зажимов, я бы сказал, потому что мне заняло где-то, наверное, месяц, чтобы додуматься, как эти зажимы наложить вот при таких вот углах и загогулинах, чтобы оно это все держало, и как эти поставить доски. Вот. Но я с удовольствием поделюсь этим маленьким секретом. Но в это видео я просто нереально было это, как говорится, воткнуть, чтобы это все было. Вот. Ну, надеюсь, что-то было необычное. То, что необычно было, я это гарантирую, потому что я весь интернет обыскал, практически такого ничего не нашел. Интересно? Ну, наверное, для специалистов это будет интересно, как говорится. Ну, всем до свидания, ребята. Удачи!